Фактор воспитания нищеты. Нету у меня профессии, нету у меня автономности. Надеюсь на белого принца вы вырастете потребление. В 17-18 лет 30 тысяч рублей за комнату, в которой ты живешь. У вас дорогая комната. Дорогая. Если ты не миллионер долларовый, то ты лох. Десятки миллионов рабов. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Игорь Владимирович, все мы родом из детства, и наши успехи дальнейшие и провалы тоже родом оттуда, поэтому хочется про это поговорить. Вы как-то прививаете финансовую грамотность своим детям? Знаете, в некоторых семьях есть, например, там платят за хорошие отметки, платят за уборку в квартире. Я постоянно внедрял такие подходы, например, там 10 рублей за вынос мусора. Ну, правда, сейчас уже 10 рублей никого не втыкает. Даже 100 говорят, да, что там, типа, давай 500. Я говорю, это где-то работает там, в возрасте там, 8-10 лет. Такая игра «Первые деньги» называется. Вот. Дети заводят реестр и записывают, что, когда они сделали, и там какой тариф, значит. Через это прививается ощущение своего кошелька. Помладше, 5 лет, 8. Это вот штуки, как отжимания за аттракционы. Я скажу, как сами дети говорят мои. Я говорю, Полина, например, что ты помнишь из детства? Она говорит, я помню, как ты, папа, прежде чем мы пойдем на аттракционы в Диснейленде, говорил нам такую фразу, что прежде чем получить что-либо, надо 10 раз вспотеть. И потом давал нам задание, значит, прежде отжаться по 50 раз. И вот когда дети отжимались, я говорю, вот теперь вы заработали на аттракцион. Ты как бы зарабатываешь некие баллы и конвертируешь эти баллы в какие-то, значит, аттракционы или там что-то там. Значит, 12-14 в этом возрасте акции. Слушай, сейчас можно покупать акции на всяких платформах там буквально за какие-то там небольшие деньги. Сейчас это все доступно. То есть молодой человек, будущий взрослый, может стать совладельцем компании, например, ну, там, не знаю, «Газпром», если хочешь, «Тесла». Это очень сильно расширяет представление человека. Я чуть старше, поэтому в тот момент, когда мне было 14, совсем ни о каких акциях не шла речь, и Тинькофф инвестиций тоже не было. Так, опять рекламу делаешь. Но мы старались работать. Есть ли у вас понимание, в каком возрасте ребенку неплохо бы пойти на работу? 100% есть. Я сам начал работать в 12 лет. Мотыжил елочки, собирал бутылки, сдавал, собирал падалицу под яблонями, отвозил на консервный комбинат. Ну, буквально вот с 12 лет, и уже в 15 лет оказался в стройотряде со студентами. Ну, чем раньше, тем лучше. Ты открываешь и готовишь себя к кооперации с миром. Процветать можно только коллективно. А чтобы процветать, надо уметь соединяться с миром и с другими. Чтобы соединяться, надо тренировать вот этот вот обмен. Свой труд, свой интеллект, свои там замыслы, свой творческий потенциал, ты меняешь на другие продукты и услуги, ну, используя там денежные кошельки и так далее, как средство просто учета взаимного обмена. Поэтому чем раньше, тем лучше. Есть ли у вас понимание, когда ребенок должен стать автономным, в каком возрасте? Что все, никаких денег больше папы, никаких денег мамы, дальше зарабатывай на жизнь сам. У нас действительно есть правило, что в 17 лет все, ребенок, ну, то есть уже не ребенок, а уже взрослый, получает грант на образование, если он идет учиться, или он уже работает, а значит, он себя обеспечивает там, по жилье, шмотки и так далее. Он получает от семьи страховку медицинскую, и он получает право обратиться за деньгами, если у него какой-то проект, ну, защитив этот проект по полному порядку. Все, он становится автономным. И вот, например, 2 детей, они пошли учиться, получили грант на обучение, и в первый день, когда они пошли учиться, я им сказал, вот вам чек за комнату, в которой вы живете. Они говорят, что это такое? Я говорю, как что? Это 30 тысяч рублей за комнату, в которой ты живешь. У вас дорогая комната. Дорогая, да.
Вот. И тогда, я не буду говорить кто, ну, один из моих детей говорит: подожди, пап, так за эти деньги я пойду сниму квартиру. Я говорю: я бы на твоем месте так же бы сделал. И все. Это очень важно для самоощущения, для автономности. Он не ходит каждый день, каждую неделю к родителям, вымогая деньги, а родители такие за поводок. Дать, не дать. Вот если будешь нас любить и улыбаться, дадим и так далее. В результате молодые взрослые, вместо того, чтобы создавать автономную семью, они не создают семью, они просто играют, они как бы продолжают быть детьми в той семье, играя в увлекательную игру «дай 15 копеек на мороженку». Правило простое. В 17-18 лет отделить себя от детей, потому что это не ваши дети. Это дети, которые временно были у вас. Все, они теперь взрослые, они теперь не дети. В 21 год, но если у вас почему-то продлилось, колокольчики, так сказать, колокола зазвучали, и в 22 года все, провести черту и сказать: все, дорогой мой, мы тебя всегда любим, у нас в холодильнике всегда есть еда, приходи, можешь спать, ночевать и так далее, подчиняясь, конечно, законам нашего дома. Но вообще ты отдельный взрослый человек, и мы тебя именно такого и любим. А вот роль отца, роль родителя, вы как видите? Чтобы детям было легче дальше по жизни, кем для них должен быть папа? Очень сложная тема, потому что папа очень плохой учитель. Папа — это поддержка, это такое крыло отчасти, так сказать, защита. Мама — то же самое. Вообще вся семья, если говорить семья, это больше вот про среду поддержки, любви, заботы, такой. Зачастую родители, значит, вот учатся переключаться из родителя в учителя. Вот умение переключаться с учителя на родителя, с родителя на учителя и чередовать эти роли, при этом поддерживая отношения со своим ребенком — это великое искусство. Полина ко мне приходит, когда с вопросом, с запросом. Вот. Например, вчера она приходила и такая приходит, говорит: папа, у меня вот идея какая-то появилась, послушай меня. Я говорю: стопэ, послушать как? Как папа или как наставник, ментор, учитель и так далее? Она такая секунду задумывается. Говорит: ну да, если как папа, говорит, ты будешь сейчас мной гордиться, что у меня вот идея и так, а мне же не это надо, мне нужно, чтобы была обратная связь там и так далее. Тогда, говорит, как учитель. И вот мы заходим в разговор, идем, я вижу, ей очень неприятно то, что я говорю. Вы раскритиковали ее идею? Я стал приоткрывать для нее те моменты, на которые, возможно, она не обратила внимания. Но мы же договорились, что я учитель, поэтому позволь мне, я дам обратную связь как учитель. Я знаю, что на эту встречу, на этот разговор Полина к вам записывалась через помощника. Это тоже часть обучения? В общем, отчасти, да. Так что разговор с папой — это дома в любой день, приезжай, когда мы всегда встречаемся. А если это какой-то деловой разговор, как учитель, наставник, я стараюсь задать такой ритм, чтобы это сильно отличалось от домашнего уюта, атмосферы. Это очень важно для переключения и меня, и моего подопечного. Конечно, это действует только с детьми, родителями, кто постарше. Конечно, с тем, кому до 12 лет, там немножко все по-другому. В принципе, дети до 12 лет, они слушают родителей, они все еще сохраняют веру в то, что родители знают что-то, и когда говорят, это так есть, да. Вот поэтому, хотя на самом деле все взрослые знают, что иногда они говорят такой хер. Например, если взрослые говорили одно, а делали другое, это значит, дети выучат следующее, что для того, чтобы выживать в мире, необходимо врать. И они будут врать постоянно, врать себе, врать другим, врать по жизни и жить вот в этом месиве вранья, и будут очень нищими и бедными. Очень. Потому что когда люди врут, они не могут создать что-то значимое, потому что они постоянно обрубают социальные связи. То есть они не расширяют пространство для комфорта своей жизни, а вот они живут на острове, личностных иллюзий, а для всех других
этого человека не существует, потому что они знают, это врун, и никто не хочет иметь с ним дело. Вот и все. Вот что происходит в семьях, когда взрослые говорят одно, а делают другое. Есть ли какая-то разница в финансовом воспитании девочек и мальчиков? Потому что там консервативная часть общества там часто думает, что, например, девочке это вообще сильно не надо, стремление к успеху только там снизит ей шанс выйти замуж. Что вы по этому поводу думаете? У вас есть разница в воспитании девочек и мальчиков? Ну, то есть это паттерн типа, ну, слушай, будешь домохозяйкой, успешно выйдешь замуж и будешь под крылом в полной неавтономности, под крылом, и чего там будет, а там вот все, стерпится, слюбится, да, ну вот нормально, да, это катастрофически небезопасное и очень небережливое финансовое мышление. Ну, то есть нету у меня профессии, нету у меня автономности, нету, я полностью надеюсь на белого принца, а там приходит какой-то не белый, да еще и какой-то, не знаю, пьяный. И в основе этого лежит воспитание финансовой неавтономности. Для мальчиков про финансы тоже очень небезопасное финансовое мышление, которое впитывают мальчики от своих семей. Это следующее. Если ты не миллионер долларовый, то ты лох. Каждый мальчик должен быть успешный. Успешный — это значит, там, не знаю, BMW, там, что там, не знаю. А если нет, то ты лох. В результате мальчики гонятся, вот, подвергают себя избыточному риску, подчеркиваю, и сгорают. Поэтому небережливое мышление, которое закладывают семьи для своих детей, и для девочек, и для мальчиков, оно разного типа, но оно вот приводит к травмам, к износу, ну и к несчастью. Это очень сильный фактор воспитания нищеты. А есть ли вещи в воспитании, которые провоцируют бедность, растят из человека бедность? Если есть, то можете их назвать. Да. Ненависть. Если вы орете на своего ребенка, или если учитель орет, это один из мощнейших факторов, что ребенок, ну, во-первых, примет такой паттерн для себя и будет принимать, что когда кто-то орет на него, да, он будет считать, что это нормально. Да, многие так живут, но это очень бедная норма. Второе. Глупый риск. Взрослые, делая глупые вещи или вещи, ну, связанные с глупым риском, ну, например, брать в кредит телевизор или квартиру брать в кредит, да, они, в принципе, демонстрируют своим детям некие нормативные поведения. Ну, дети вырастут и будут считать, что, ну, раз взрослые так делали, значит, так делать как минимум безопасно, а может быть даже, ну, правильно, да. Если взрослые глупо рискуют, дети тоже автоматически будут глупо рисковать. Ну и третье. Это будет актуально для тех семей, у кого, ну, достаток выше среднего. Это аскеза. Дети в богатых семьях имеют доступ ко всему на халяву. Воспитывайте детей в ограниченном потреблении, иначе вы вырастете потреблять. Вы просто воспитаете будущих взрослых, у которых потреблять будет, ну, доминантой их жизни. Еще квартира, еще машина, еще какие-то брюлики, еще то, еще одна поездка. То есть такая, знаете, коллекция потребляемого, так сказать, качества. Как-то я сделал выпуск про пакет полного пиздец. Помнишь, там 3 момента, если они 3 есть, то твоя жизнь будет полная пиздец. Вот в отношении детей та же история. Если ты только что названные 3 момента в отношении детей делаешь, то ты вырастешь нищего, неавтономного и потребляющего взрослого. Ты сам увидишь, как это мерзко, как это, ну, невкусно, но будет уже поздно. И ты будешь жалеть о том, что ты не посмотрел этот выпуск заранее, поэтому отправь этот выпуск своим родным, близким, кому добра желаешь, отправь, чтобы люди посмотрели это сейчас.
Мы с вами поговорили про ситуацию, когда родители платят детям деньги за какую-то там деятельность по дому, не по дому, но бывают ситуации, часто там в небогатых семьях ниже среднего, что у ребенка есть какие-то свои деньги, которые родители забирают. Ребенок на что-то копит, а ему говорят: мы тебе сапоги на эти там суммы купим. А вот эта история, как может на ребенка повлиять? Когда в 15 лет я привез 1300 рублей, это была зарплата инженера почти за год, мать подумала, что я ограбил кого-то. Ну, реально она пошла узнавать, действительно ли мы за 2 месяца заработали такие деньги. Ну, директор стройотряда сказал: да. Все, успокоил ее, она такая пришла, говорит: ну ты, блин, даешь. А я ей отдаю эти 1300 рублей и говорю: мам, я же знаю, что, ну, вы, родители, ну или семья наша, собралась покупать дачу. Я говорю: я хочу сделать свой вклад. А стоимость этой дачи была 4500 рублей. Ну, то есть я треть этой дачи, значит, внес. Добровольно. Поэтому у меня их не забирали. Ну, и я так видел свою роль, ну, в семье, чтобы сделать свой вклад. Я считаю, как бы это тоже воспитывает свою такую, ну, очень хорошую связность. Да, ты стал автономным, но ты растешь в семье и участвуешь этими своими средствами, ну, в покупке каких-то значимых объектов для всей семьи. И это круто. Но это когда добровольно. Да. А если не добровольно? Ну, в моей жизни все, что связано с недобровольным, да, оно приобретает такой достаточно мощный аспект подавления и очень плохого воспитательного действия. Я до 12 лет накопил на сберкнижке 500 рублей, на секундочку, в Сбербанке, кстати. В Сбербанке. Где эти бабки? Сбербанк до сих пор не отдал. Ну, они типа сгорели, у многих сгорели, у меня тоже 500 рублей. Это была колоссальная сумма для, ну, будущего взрослого. Это сам, пожалуйста. Вот это я испытывал как гигантскую, ну, такую несправедливость. Ну, вот. Поэтому, на самом деле, у меня спектр чувств, вот поэтому неприятных, связанных с этими деньгами, откуда они берутся, как они появляются, да, куда они потом направляются, он вон какой обширный. Если продолжать тему труда в детском возрасте, в Советском Союзе, например, очень было распространено поехать там куда-то на картошку, на клубнику, но денег за это не платили, обычно натуральным что-то отдавали. Вот это для дальнейшего успеха хорошо или наоборот не очень, когда ты работаешь, но живых денег не получаешь? Отсутствие денег, ну, придает этому такой феодальный апекс, ну, феодальное проявление, когда у тебя не вырабатывается такой свободы, да, с чувством автономности. Ты зависим от бартерной системы расчетов, которая случилась. Вот та клубника, та картошка в Советском Союзе, она выучила рабов. Советский Союз производил десятки миллионов рабов, латентных. Они не знают, что они рабы, но ментальность и мышление у них рабское. Вот до сих пор, если взять сейчас в России, миллионы людей работают за нищенскую зарплату. Они считают, что у них есть работа, но получают нищенскую зарплату. Что это такое? Это рабство. И поэтому я рекомендую всем, ну, детям, взрослым, всем людям, да, после 14 лет не обменивать свой труд, свою активность и так далее на что-либо бартерного типа. В целом всегда иметь некий вид денег, да, который раскупоривает автономность. Игорь Владимирович, а как воспитывали вас? Было ли что-то, что вы сейчас понимаете, что ваши родители делали правильно, что позволило вам добиться успеха? Мои родители окружали меня любовью. Мои родители постоянно знакомили меня с разным, что есть в мире. Там кружок авиамодельный, судомодельный, биатлон, там, радиотехники, там. Они постоянно заботились, чтобы окружающие меня люди имели, ну, репертуар миросообразных ценностей. Я жил в поверхностном достаточно мире. Идешь по дороге, и там везде «миру мир», например, да, везде «миру мир». Да, ну, ты потом уже перестаешь замечать это. «Миру мир» — это такой социально одобряемый паттерн. А тут меня окружали люди, которые наполняли вот эту вот поверхностность
какой-то вот глубиной. Они всегда меня окружали. И это родители об этом заботились. В принципе, родители стали для меня первыми такими правильными проводниками. И эти проводники меня вели не куда-то конкретно, они расширяли мою вселенную. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус. Это секретный соус.